Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущую ситуацию. Сейчас достаточно интересно все складывается. И в Америке много идей, поскольку там идет сезон отчетности. И российский рынок начинает всякие пируэты интересные рисовать. Давайте посмотрим, что сейчас идет и как это можно использовать в свою пользу. Так, друзья, рубль, доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Ну, как вы видите, сейчас залег в боковик. Если все-таки будет пробой 73,7, то весьма вероятно, что мы во второй половине дня пойдем тестировать значение 73,55, 73,5. Так, друзья, нефть находится в боковике, но она достаточно сильно поджимает уровень 74, 74, 17. Соответственно, весьма вероятно, что сегодня во второй половине дня будет пробой этого значения и уход на 74,5. Соответственно, идея не срабатывает, если все-таки будет противоход движения и пробой 73,4. Немножко уровни подтянулись вверх, поджались к вот этому верхнему значению. Так, золото. Здесь все отлично, произошло накопление. И сейчас 15:30, сейчас 12:53, в 15:30 Америка открывается. Если не будет движения вниз с пробоем вот этого уровня 1792-1793, то, соответственно, нас отсюда ждет движение. Цель этого движения будет 1814. Если здесь формируется пробой и какое-то время, там час, будет торговля вот в этом диапазоне, ну даже, наверное, побольше, 2 часа, 2 часовых свечи, то весьма вероятно золото переходит торговаться вот в этот диапазон. Сейчас больше факторов указывает на то, что пойдет рост золота, поскольку здесь произошли сделки, указывающие на то, что должна быть разгрузка повыше. Так, друзья, далее НЛМК был вопрос. Смотрите, у НЛМК цель движения ключевая 270. Ну, промежуточная есть, она находится вот здесь, 259, 260. Вообще цель движения 270. Соответственно, критерий того, что эта цель не будет достигнута, коррекционный откат с пробитием 243. Китай может подпортить, но на текущий момент импульс, который ведет на 270, он себя еще не исчерпал. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. С утра я его не рассмотрел, публиковал в Телеграме. Вот, в общем-то, анализ в Телеграм-канале и по РТС, и по Норильскому никелю, который сейчас тоже начал подрастать очень активно. Цель движения в утреннем обзоре. Так, ну и сейчас по РТС идет, сформировался вот этот разворот. Цель движения первая это 160-600. Если здесь проторговывается, то идет дальше. Конечная цель 161-800 этого импульса. Но вот в телеграм-канале я все расписал, можете посмотреть. Здесь, в общем-то, ситуация, она такая и осталась. Так, друзья, далее вопрос был про HeadHunter. Ну, даже депозитарные расписки, которые у нас торгуются. Соответственно, компания российская, размещена на Западе, здесь торгуются расписки. На сегодня снижение по акциям компании, вчера тоже было снижение. Интересно то, что она по 5-6% в день делает в легкую. Сейчас на текущий момент она подошла к локальной поддержке. Локальная поддержка заканчивается на 3130-3100, вот в этом диапазоне. Если здесь не возникает пробоя, то, соответственно, первая цель отскока наверх 3325. И в случае закрепления на этом значении следующий импульс движения, у которого цель 3480, вот сюда, вот к этому значению. Если здесь сейчас возникает пробой, то, соответственно, первая цель движения это просадка на 3000. И пробой 2970 ее уводит вот сюда вот, в район 2780. Ходит она очень энергично, поэтому если сейчас пробой вот этот не возникает, она здесь отскакивает и идет наверх. Здесь есть ряд сочетаний, которые эту акцию сейчас в текущий момент двигают. С одной стороны то, что высокий интерес к хай-теку,
в том числе к российскому. И с другой стороны, не супер-пупер ликвидность этой компании. Ну, здесь я что могу сказать? Если она ходит по 5-6% в день, это прекрасно. В общем-то, больше ничего не нужно, кроме наблюдений, под воздействием каких сил и куда она пойдет. Так, друзья, ну вот Сбербанк, по нему сейчас произошел откат, это прекрасно, потому что цикл движения свой он не выработал. И я уверен, что если не будет повторного пробоя вот этого диапазона 298-300, вот здесь сейчас этот диапазон краеугольный, то отсюда так или иначе ее потащат сначала на 309, потом возможно на 315-314. Так, друзья, ну вот ГМК, по ГМК я писал в телеграм-канале. Ситуация здесь достаточно позитивная по нему. Ну и надо помнить, что когда даже ситуация некоторой неопределенности, обычно фишки по очереди толкают. Вот Газпром, Сбер по очереди протянули, следующий ГМК, ну если все не начнет валиться, а там уже далее по списку. Ну сегодня день металлургов, Северсталь, ЛМК, ГМК. По ГМК сейчас ближайшая цель немножко 25 700. Если сейчас все-таки возникает откат и пробитие 25 300, 25 200, она уходит вот сюда в район 25 тысяч. Пока больше факторов указывает на то, что либо она движение это сегодня продолжает, ее задирают. Но опять же, бумага тяжелая, обороты по ней очень большие. Вот, поэтому сейчас бы ей где-то здесь консолидироваться, а там посмотрим. В принципе, у нее потенциал движения наверх сейчас на текущий момент. И я считаю, он еще не израсходован. Так, друзья, далее ВТБ. По ВТБ тоже сегодня пока идет высадка десанта. Но смотрите, вот здесь есть ключевой уровень, который в районе 45-68 проходит. Если этот уровень не пробивается, это 4-часовой график, то нас ждет здесь до набор позиций и отскок. Цель у этого отскока это движение вот сюда вот на 47-464, а потом движение на 49-536, вот сюда к этому значению. Ну, если здесь будет пробой, тогда ВТБ уходит уже искать поддержку на 4,5 копейки. Пока больше факторов указывает на то, что либо от текущего значения будет попытка отскока, либо поторговавшись здесь, отсюда возникнет отскок. Но надо помнить, что то, что развивается в Китае, оно в любой момент может спровоцировать резкое движение вниз по мировым площадкам. Единственное, я думаю, все-таки большая вероятность того, что до осени рынки удержат на текущих значениях. Но может быть будет там 1-2 высадки того, что мы наблюдали на прошлой неделе, но я думаю, глобально рынкам рухнуть пока не дадут, потому что время еще на текущий момент не пришло. Так, друзья, далее давайте американские площадки посмотрим. Компания Biogen, которая лекарство от Альцгеймера пытается запустить в широкое применение. Там есть масса проблем, масса проволочек. Потом там конкуренты тоже не дремлят, тоже свои препараты пытаются вывести на рынок. Потому что на самом деле это очень существенная проблема в западном мире. И вот если бы не возникла вот эта эпопея с ковидом, я думаю, Альцгеймер, он бы затмил бы все. Потому что с ВИЧ более или менее разобрались. На текущий момент производство противовирусных препаратов против ВИЧ, который человек употребляет на всю оставшуюся жизнь, оно позволяет человека держать в более или менее здоровом виде, то есть у него минимальная концентрация ВИЧ. Эту проблему победили. Осталось две проблемы. Это, соответственно, Альцгеймер, условно говоря, старение и рак. С раком вопрос будет решаться, скорее всего, генетической модификацией генома человека. Потом с раком, если человек ведет здоровый образ жизни, питается здоровой едой, которая сейчас модна на Западе, так называемая органическая продукция, то, соответственно, риск рака он падает, а вот Альцгеймер и возрастные изменения, они, к сожалению, человека любого затрагивают. Поскольку на Западе очень высокая продолжительность жизни, то, соответственно, тема животрепещущая. Пока не научились править геном человека и отрезать те его части, которые отвечают за укорачивание РНК и ДНК при репликации, соответственно, пытаются
химическим и биохимическим путем, ну, либо какими-то простейшими белковыми молекулами продолжить качественное время жизни человека. Вот, соответственно, идет битва титанов за производство лекарства от Альцгеймера. Да, там есть определенные проблемы, вызывают в ряде случаев неприятную достаточно побочку. Тем не менее, если рассматривать график движения этих акций, тут готовится отскок. Цель этого отскока 360. Соответственно, этот отскок не реализуется, если будет провал и пробитие 320-317. В этой ситуации, да, действительно, акции компании могут упасть и сходить в район 260-265. Здесь больше факторов указывает на то, что этот отскок, возможно, даже повыше, он в ближайшее время все-таки произойдет. Так, друзья, вот еще такая компания очень интересная, Carnival Corporation, которая занимается организацией, ну, по сути дела, праздников в жизни человека, путешествиями, круизы и так далее. Вот сейчас, в соответствии с недельным таймфреймом, в ней наметился отскок. Цель этого отскока — движение на 30. Конечно, здесь вот был очень существенный провал, но сейчас, несмотря даже на ужас дельта штаммом коронавируса, здесь все-таки намечается отскок. Цель этого отскока 30. Соответственно, отскок не происходит, если откат и пробитие 19,5. Тогда, к сожалению, вся эта идея не сработает. Это недельный таймфрейм графика компании Carnival Corporation. Так, ну и вот дневочка, она, собственно говоря, недельку подтверждает. Здесь первая цель отскока находится в районе 26,2. И следующая цель, она находится вот здесь, 30,5. Ну и надо четко понимать, что это не является каким-то стопроцентным действием. То есть здесь вполне может быть противоход и снижение. То есть это фондовый рынок, это не гарантия того, что вот железно пойдет так и никак по-другому. Так, друзья, далее компания Apple, дневной таймфрейм. Здесь все прекрасно, сейчас она подпирает 150. Если на фоне отчетности будет пробой 150 и закрепление, то в самое ближайшее время возможно движение на 155-157. Если здесь пробоя в течение сегодняшнего, завтрашнего дня не возникает, то весьма вероятно, что вот это движение, которое произошло, оно потребует коррекционного отката, и цель этого отката будет 144,5, вот сюда, к этому значению. Так, друзья, далее компания Applied Materials, по ней много вопросов, дневной таймфрейм. Здесь, с одной стороны, цикл движения наверх на 141,5, он пока еще не завершен. Вот, но здесь, конечно, с моей точки зрения, акции этой компании, они очень сейчас в таком напряженном состоянии находятся. Вполне вероятно, что в ближайшее время цель движения на 146 будет сделана. Но здесь надо четко понимать, что если возникает коррекционный откат с пробитием 135-133,5 вот этого диапазончика, то она весьма вероятно просыпется. И цель этого просыпания будет на 122,5 вот сюда, к этому значению. Ну, если на 4-часовик переходить, здесь больше факторов для того, чтобы движение наверх состоялось. Сначала пробить 143, потом сходить на 145. Соответственно, если здесь возникает откат с пробитием 134,8 вот этого значения, то отсюда развивается уже серьезный коррекционный откат, и действительно он пойдет в район 122,5. Так, друзья, далее акции компании Caterpillar. Интересная компания, фактически это прокси на то, что связано со строительством, с добычей полезных ископаемых отчасти. Вот здесь, если рассматривать ее дневной таймфрейм, то наметилось движение, цель этого движения потестировать 220. Если 220 будет взято и здесь возникает пробой, то у нее есть сейчас достаточно хорошие перспективы в обозримом будущем сходить на 242-243, вот сюда. Критерий того, что это движение не состоится, это коррекционный откат с пробитием 204,4. В этой ситуации весьма вероятно просто посрывают стопы, и уже движение никуда наверх в обозримом будущем не пойдет. Но сейчас действительно здесь сформировался запал, который будет выталкивать с высокой степенью вероятности акции наверх.
Так, друзья, далее, поскольку неделя хай-теков или хай-таков, как угодно, Facebook 4-часовой таймфрейм, выбили его вместе с другими хай-теками наверх. Соответственно, сейчас на текущий момент вопрос идет в том, удержится или нет уровень 364-365. Если откат здесь не происходит, вот это все движение, которое как из пушки выстрелили, оно пройдет к дальнейшему росту. И здесь, судя по всему, уже следующая цель в случае удержания этого уровня будет находиться в районе 390, возможно 400. Здесь, соответственно, если возникает пробой, то первая цель это откат на 351. И следующая цель возврат вот сюда в диапазон 335-340. Пока что весь вот этот запал, который был накоплен все это время, его не раздали. Его не раздали, и возможно, если не будет существенного пробоя и высадки назад, в самое ближайшее время разовьется вот это движение, цель которого будет в перспективе 400, ну 395-400, я думаю, где-то вот так вот. Если сейчас не наступает кризис и обвал всего, то по идее до какого-то такого круглого числа Facebook вполне могут догнать. Друзья, это все основные акции российские, американские. Спасибо за внимание, успешных торгов. Ну, если вам понравилось, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Успешных торгов,